Она в шоке от тебя? Что же произойдет? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. И в очередной раз вы у нас выпадаете в сигнификации как довольно активные. Вы очень ревнивые у меня, ребята. Вы классные любовники. Это сразу же у нас видно по первой карте. Вы вообще такой человек горячий по жизни. Может у кого-то проиграться, что вы огненного знака зодиака. Вы человек, может быть, даже такой взрывной, вспыльчивый, импульсивный, горячий во всех смыслах слова. Но так же быстро, как вы можете вспылить, точно так быстро вы можете погаснуть. Вы очень отходчивый. Окружающие это видят, окружающие могут вас немножко побаиваться, потому что, поскольку вы такой горячий товарищ, могут, пытаться, знаете, может быть, даже в чем-то угождать вам, особенно это по работе может проиграться, потому что знаете, как есть выражение, вернее, фильм там когда-то был один, да, когда мужчина говорит, меня будить, да, по-моему, это фильм был «Там на неведомых дорожках», если кто-то помнит, да, еще из нашего детства. Поэтому вас будить многие боятся. В вашей жизни произошли кардинальные перемены. С чем это было связано? Полная трансформация жизни. Конечно же, это любовь. Это ваша такая генеральша в юбке, которая осталась позади, с которой вы разошлись как в море корабли. У кого-то может проиграться перемена места жительства. Это не только в городе, это может быть смена города, страны. Это может быть где-то на другом конце города, к примеру. Ну, то есть вам хотелось подальше от нее куда-то улизнуть. Вот почему-то мне сейчас идет фраза «глаза бы мои ее не видели». Напишите, ребята, давайте как раз по этому поводу сделаем опрос. Была у вас когда-нибудь такая мысль, может быть, которую я только что озвучила? Вот были у вас такие мысли, глаза бы мои не видели бывшую, да? Вот были или нет? Если не было, тоже пишите. Вы знаете, что ваша активность, она всегда очень важна и для канала, и я с удовольствием читаю все ваши комментарии. Вы человек, который, несмотря на свою такую вспыльчивость, да, может быть, импульсивные поступки, но если это касается чего-то серьезного, если нужно, допустим, принять какое-то серьезное решение, вот вы очень тщательно подходите либо к выбору, либо же все взвешиваете, все за и против, вы хорошо обдумываете, но опять же, это если касается чего-то очень серьезного. То есть вы не из тех, которые будут вообще по жизни все делать, ну так, спустя рукава, импульсивно. Нет. Это по мелочевке вы можете что-то, да, там сотворить, хотя потом можете и пожалеть, в принципе. Но что касается вот серьезных моментов, это не про вас. Возможно, сейчас у кого-то из вас даже есть выбор. Вот ситуация выбора мне показана. Кого-то это проиграется выбор. Может быть, вы ищете работу, да, и у вас есть выбор. Вот остаться здесь, либо уйти на другую. Может быть, выбор между разными вот вакансиями, да, то есть и туда вас берут, и туда берут, и вы не можете определиться, какую же работу лучше выбрать. У кого-то может проиграться, что у вас есть выбор между женщинами. Поскольку это общий расклад, здесь может разная ситуация также проиграться. Это могут быть, смотрите, ребят, вы просто примеряйте под себя, кому что подходит, либо не подходит. Это может быть выбор реально между двумя женщинами, которые нравятся. У холостяков это может быть, ну, действительно, да, вот блондинка, брюнетка, обе нравятся. Кого выбрать, вот с кем начать отношения, вы можете сейчас стоять перед дилеммой. У кого-то может стоять выбор уйти или остаться, да, вот если вы в отношениях, либо же хотите развестись, разойтись, тоже может быть ситуация выбора. У кого-то может проиграться, особенно у тех, допустим, кто сейчас в токсичных отношениях.
Да, однозначно. Есть среди вас те, которые подумывают о разводе. Те из вас, которые в токсичных отношениях, возможно, даже появилась женщина на примете, ну, то есть, неважно, любовница, не любовница, у кого-то она будет в любовницах, может быть, ходить, а кто-то из вас может подумывать сменить реально, да, вот от одной женщины уйти к другой, потому что с этой уже невыносимо, это уже не отношения, там, это уже не семья и так далее. Поэтому по-разному может проигрываться. Напишите, ребят, давайте опять-таки сделаем маленький опрос. Напишите, у кого сейчас есть какой-то выбор. Вот перед каким выбором вы стоите. Если нету такой ситуации, так и пишите, что нету у меня такого. И ни перед каким выбором я сейчас не стою. Итак, давайте-ка посмотрим, мои хорошие, какие же сюрпризы преподнесет сегодняшняя женщина, да, почему она в шоке от вас, и кто эта женщина вообще. Так, кто она? Кто она? Но это женщина, которая очень непростая. С этой женщиной, скорее всего, вы сейчас либо не общаетесь, потому что просто в разводе разорвали отношения. Когда-то вы ее считали своей судьбой. Когда-то вы возлагали очень много надежд. Когда-то у вас был очень бурный и страстный интим с этой женщиной. Да, вы порой можете ее вспоминать как какой-то маленький кусочек счастья в вашей жизни. Но потом вы вспоминаете, что она чудила, как вы дальше жили, как она в процессе вашей совместной жизни, либо же ваших отношений, как она очень сильно поменялась. И отсюда может быть такая, знаете, ну, грусть, печаль от того, что вот так все сложилось, потому что она была очень и очень вам не безразлична, поскольку вы ее считали судьбоносной. Даже у кого-то из вас может проиграться, что на тот момент, когда вы с ней, может быть, знакомились, да, может быть, вы даже ее отбили у какого-то там, ну, жених, допустим, у нее был там, да, у соперника, скажем так. Пришлось повоевать за эту женщину, либо же даже увести. Тоже может проиграться. Напишите, ребят, кто из вас воевал с соперником. Может даже проиграться, что кому-то из вас пришлось ради нее помахать кулаками. Вот просто, как знаете, один самец и второй бьются за самочку. Тоже такая ситуация может быть. Напишите, ребят, у кого это проиграется. Могут даже проиграться, знаете, какие еще моменты, что есть среди вас те, но опять же, поскольку это общий расклад, которые, с одной стороны, понимают, что все, точки поставлены, общения нет, но почему-то вы не можете ее отпустить. Вот не можете забыть, отпустить. Может быть, еще немного времени прошло, либо же вы просто вот сам по себе такой человек довольно ранимый, довольно впечатлительный, да, и еще не разлюбили ее до конца. Тоже может это проиграться. Ну, давайте-ка смотреть, почему же она в шоке от вас, ребятушки. Давайте-ка смотреть, почему же она в шоке. Ой, как она злится на вас. Ой, как она злится. Во-первых, смотрите, есть какие-то, ну, то ли общие знакомые ваши, может быть, родственники. Ну, то есть где-то как-то вот вы либо сами вот пересекаетесь с общими знакомыми, да, вот ей кто-то о вас рассказывает. Вот каким-то образом она от других людей, она принимает информацию о вас, о вашей жизни. Вот даже несмотря на то, если вы не общаетесь с ней. Она узнает о том, что вы не убиваетесь по ней, да. Она узнает о том, что, в принципе, у кого-то из вас, кстати, может проиграться, что, ну, реально, как я вот говорила в начале расклада, может быть, уже есть женщина на примете, могут быть начальные отношения. То есть вы не горюете, вы не страдаете, вы не помираете без нее, да. Она думала, что вы, вот несмотря на все те тяготы, которые произошли у вас с ней в отношениях, вы позлитесь, вы перебеситесь, а потом опять-таки придете к ней с предложением: давай мириться, давай все налаживать. Она в шоке.
Это при том, что она знает вас, да, она знает ваш характер, но она почему-то надеялась, что вы все равно можете сделать шаг к ней. Плюс еще ее напрягают финансовые моменты. Те из вас, кто, может быть, стал больше получать, вот именно после разлуки, там, развода, да, есть такие среди вас, которые стали больше зарабатывать, может быть, перешли на другую, более высокооплачиваемую работу. И она об этом тоже знает. Каким-то образом, ребят, она знает о вашей жизни. И она как бы с жиру бесится, она уже не знает, вот что ей такое сделать, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Она понимает, что вы стали успешнее, да, даже в финансовом плане. Может быть, если это работа другая, ну, здесь тем более такой перспективный жених, хоть и бывший жених, да. Она также надеялась, ну, такая, я даже не знаю, каким словом ее назвать, наивная, доверчивая, да, сама накосячила, а теперь она думает, что вы еще придете, помиритесь, еще и денежкой поделитесь, да. Вот почему-то мне показано, что она очень большие надежды возлагала и сейчас возлагает на ваши финансы. Мне показано, что те, у кого из вас есть общие дети, она может манипулировать через детей. Она может подлезать каким-то образом через детей. Может проявиться, даже если вы не общались, либо же очень редко общались, она может начать более активно проявляться. Потому что узнает, что ну а как же, вы не горюете, вы не страдаете, ну непорядок, ребят, нужно как-то влезть в вашу жизнь, да, нужно ее немножко попортить своим присутствием. Причем, я вам скажу, она не питает надежды, чтобы реально с вами вернуть отношения. Вот ее, вот как будто жаба давит, да, вот выражение такое народное, вот просто давит жаба, что вы не спились, не сгулялись, вы нормально живете. Те, кто начал уже там новые отношения, да, ну как это без нее, да? Она об этом знает, ребят. У многих из вас, я понимаю, что это общий расклад, но я думаю, и вы об этом знаете. Она очень не хочет, чтобы вы были счастливы. Причем может даже проиграться, что когда вы ну, расставались с ней, там расходились, да, когда вот были все эти выяснения отношений, могли быть очень сильные конфликты, во время которых она вам наговорила кучу гадостей. И ей очень не хочется, вот посмотрите, очень четко сейчас вот показано, чтобы у вас появилась новая императрица и новая любовь. Она в шоке, особенно в шоке у тех из вас, которые нашли уже свою женщину, новую женщину. Попытается проявляться почаще, под разными предлогами. Можете даже не удивляться, если, вот, допустим, вы будете, будучи уже в новых отношениях, и здесь будет раздаваться звонок от бывшей, либо смс-ка, что вот срочно нужно там приехать к ребенку, там, либо ей какая-то помощь нужна. Ну, то есть она попытается по-разному манипулировать вами, только пытаться вас выдернуть от этой новой женщины. Хоть какие сказки рассказать, хоть какую-то гадость сделать, но только бы вы не женились на другой. Она ужасно не хочет, чтобы вы женились на другой женщине. Она пребывает в шоке, я уже сказала, потому что ваша жизнь начинает налаживаться. У тех из вас, у кого сейчас острый период, вы можете переворачивать это под себя, да, на будущее просто. Тоже это может у вас резонировать в будущем, потому что, опять же, кто-то сейчас, может быть, страдает еще по бывшей, да, может быть, вы совсем недавно разошлись, а кто-то уже много лет назад. Поэтому не удивляйтесь, если спустя какое-то длительное время на горизонте появится бывшая. Кстати, уже были неоднократно ваши комментарии, вы удивлялись, да, что вот даже в процессе расклада, пока вы смотрели, вдруг внезапно звонила бывшая, да, вот спустя какие-то длительные там месяцы, либо же годы. Поэтому не удивляйтесь. Она в шоке от того, что, ребят, еще вот резюмируя, да, чтобы совсем было понятно. Она в шоке от того, что вы не страдаете, что вы не бегаете за ней, что ваша жизнь налаживается, что вы не унижаетесь. Она думала, совершенно будет другая ваша реакция.
Зная ваш характер, зная то, как вы к ней относились, как кружили, любили, она, естественно, думала, что вы ей все простите, и это все будет, ну, как бы где-то там останется позади, да, все то, что произошло. Как сильно она ошибалась. Даже среди вас есть те, которые, если бывшая будет уж слишком назойливой, может назойливо либо в гости приглашать, либо еще под какими-то предлогами вызывать, скажем так, можете ее довольно резко отбрить. Ну и в силу характера, и в силу того, что она уже просто вас достанет. Вы прекрасно поймете, что это манипуляция. Вы даже почувствуете, что она специально что-то выдумывает. Потому что это такой легкий шок. А может быть и не совсем легкий, у всех будет по-разному. Как это вы ничего не делаете, а живете своей жизнью, да? Вы ее не возвращаете, такую распрекрасную предательницу. Вы еще и денежкой не делитесь, да? Потому что я вам скажу сейчас такую вещь, я думаю, вы будете в шоке. Не только она будет в шоке, но и вы сейчас будете в шоке. Потому что у кого-то из вас точно срезонирует, ребят, ваша бывшая женщина надеялась, что как бы там ни было, но вы должны будете ее чуть ли не пожизненно содержать и какую-то денежку давать. Ну, знаете, как алименты для жены, назовем их так. То есть какую-то денежную сумму вы будете именно на нее выдавать. Естественно, это не по суду планировалось. Ну вот, поскольку она думала, вы такой вот любящий, да, хоть и горячий человек, но, тем не менее, такие планы были, и планы рухнули. Поэтому, моя хорошая, ваша бывшая, конечно, в шоке по колено от того, что вы начинаете отходить уже от этой ситуации, да, которая между вами произошла. Кто-то, может быть, уже реально отошел от всех переживаний, страданий и по-настоящему начинает чувствовать себя уверенно в этой новой жизни, с новой, может быть, даже женщиной. Но этого она точно не ожидала. Поэтому у нее шок, я думаю, еще долго не пройдет. Какие бы козни она вам не строила, как бы она вас не заманивала, помните, это не потому, что она там вас любит, она хочет вернуть, она что-то поняла, осознала. Абсолютно не про это. Просто не хочет видеть вас счастливым, не хочет слышать от знакомых какие-то супер отзывы о вас, да, что вот как вам хорошо живется, да если еще и с новой женщиной, да еще и при деньгах, а эти деньги, если еще и выросли, так это вообще для нее трагедия, да, что они достанутся другой женщине. Это такой банальный женский ревностный момент, когда ты вроде бы уже и не с мужчиной, но ты ревнуешь к другой женщине. Что теперь вы будете отдавать, может быть, всю зарплату, да, если захотите, но не ей, а другой женщине. Вы будете тратить свою зарплату не на нее, а на другую женщину. Этого она ну никак не может осознать, допустить, и поэтому будет пытаться вот хоть как-то очернить вашу жизнь. Поэтому будьте бдительны, настраивайтесь, конечно же, на позитив, но будьте всегда на чеку, если проявится ваша бывшая. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!